Приветствую, друзья! В прошлом нам уже удалось несколько раз познакомиться с наушниками от компании Tripovin, и всегда это было нечто просто сногсшибательное в контексте цена-качество. По-другому они, на мой взгляд, и не умеют. Сегодня я предлагаю рассмотреть еще одну их новинку, выполненную совместно с англоязычным блогером Bad Guy. Назвали ее сложно: Tripovin HBB Alina. Это чисто динамические наушники, но с правильным тюнингом и 10-мм драйвером на углеродных нанотрубках. О них сегодня и говорим. Поехали! Приходят наушники в довольно габаритной такой картонной коробке с изображением модели, ее наименованием и подписью о участии в проекте одного из западных блогеров. Характеристики от нас от чего-то решили скрыть, однако на сайте магазина я узнал их сопротивление, равное 32 Омам, и чувствительность 110 дБ на милливатт. В комплекте находим вот такой гарантийный талон, приятный на ощупь круглый кейс, 5 пар запасных сеточек в звуковод и 2 набора силиконовых амбушюр разного размера и диаметра отверстия. Кабель внешне, честно говоря, не особо внушает уважение, однако по факту к нему никаких вопросов нет. Он гибкий, витой, со штекером на 3,5 мм, заушинами из тонкой термоусадки и классическими уже вилочными коннекторами 0,78 мм. Аппаратура показала сопротивление общего канала 0,340 Ом, а левого и правого примерно 420 Ом. Не рекорд, конечно, но вполне терпимо. Сами чашечки здесь полностью выполнены из металла, за исключением задней стенки, прикрытой пластиком с абстрактным таким рисунком серо-голубого цвета. Компенсационных отверстий тут 2. Одно на верхней части, второе возле среднего по размерам звуковода. Выступ для удержания амбушюр расположился на своем законном месте, как и защитная матерчатая сеточка. Посадка у наушников прекрасная, но только с черными амбушюрами я получил достаточный уровень пассивной звукоизоляции. Серые оказались немножечко, поуже. Вот так вот, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас абсолютно стандартный импульс, допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,4%, что просто шикарно. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 76 и 97 миллисекунд с незначительными возмущениями в области низких частот. Разница между амбушюрами присутствует исключительно на верхней половине спектра, однако здесь она очень заметно и ощутимо на слух. По ЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с плавным заходом на середину, выделение области разборчивости, дополнительный пик имитации ушной раковины, а также пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Далее на частоте 11 кГц нам зачем-то сделали точку минимума, а на 14 кГц снова вернули все на прежний уровень, а затем уже аккуратно увели все вниз. По своему звучанию Tripovin Alina имеют небольшой такой уклон в светлую сторону с упором на драйв, динамику и максимальную проработку всего музыкального полотна. То есть это прямая противоположность рассмотренных нами ранее Kinera Idun Golden 2.0 и Wiser Kylin He 0.3D, где доминировала теплота и музыкальность, а образы строились большими и сверхмассивными. Впрочем, в героях обзора Tripovin удалось сбалансировать такие, собственно, неравнозначные параметры, как скорость и техничность, с мелодичностью, глубиной и тембральным объемом. При этом сцену тут тоже сделали так серьезно приближенной к слушателю. Случилось так, что сейчас у меня на руках сразу оказалось 3 модели схожего тюнинга, и среди них Alina кажется самой яркой звездой. Настолько сочно, естественно и при этом супер подробно мало что играет. Tanjim Ola по подаче близки к Alina, однако они суше, менее выразительны и хорошо так сглаживают звук на пиках, отчего кажутся мягче, с легким размытием по всему частотному диапазону. Ценник у них, конечно, тоже совсем другой, но сравнить их, на мой взгляд,
взгляд, очень даже стоило. Очередная новинка от уважаемого бренда – это Dunu Titan S. Немного дороже Ола, по детализации они близки к Alina, но при этом у них нет той интимности в позиционировании сцены, да и все как-то слишком нейтрально и пресно. Сравнить же героев обзора на равных можно разве что с BQS Autumn. Те тоже сочные и музыкальные, но при этом чуть ярче на самых верхах, объемнее и заметно глубже. А так я бы оценил их как совершенно равноправные модели. В плюсах же у Alina находится лучшая, на мой взгляд, проработка нюансов, куда более высокая четкость прорисовки и превосходная отработка даже самых скоростных жанров. Здесь, благодаря музыкальности и одновременно техничности, у каждого инструмента легко наблюдается собственная текстура и тот самый тембральный объем. Единственный минус – это слабая прорисовка на дальних планах акустического пространства. Сцена здесь наделена отличной шириной, но при этом довольно средняя в глубину. По стилям наушники достойно отыграют как сложную академическую музыку, мультиинструментальный джаз, всевозможную электронику, так и скоростной тяжелый металл, блюз, соул, рок, или даже что-то совсем уж гаражное. Каких-то высоких требований к качеству материала здесь нет, и скрывать от вас наушники ничего не станут. Баса тут чуть больше нормы, он хлесткий, упругий, с отлично читающейся структурой, серединка заметно так выделяется из трека, сочная, выразительная и просто сверхэмоциональная, как для такой настройки. А вот относительно верхов есть вариации. Так черные насадки хорошо так смягчают, что будет как никогда кстати на не очень качественно записанной музыке, или перегруженной в плане яркости. Если ничего такого нет, то можете смело устанавливать серые насадки. Кроме как в передаче высоких частот, разницы я между ними не нашел. Ну а если у вас есть те самые насадки от КБИР, то там и высоких будет в норме, да и сам звук станет немного, но богаче. Очень советую докупить их в свою коллекцию, пригождались мне уже множество раз. Радует и возможности Alina в плане разнообразных источников, хотя здесь, в отличие от музыкальных моделей, желательно избегать совсем уж дешевых плееров или ЦАПов. Да, задел у героев обзора изрядный, хватает и массы, и глубины, и насыщенности, однако хороший, более-менее взрослый источник позволит подчеркнуть все эти достоинства, а что-то совсем уж бюджетное, наоборот, ослабит. Так что свистки там за 10-15 долларов тут, скорее всего, мимо. Лучше подобрать что-то типа iBass DC05, Tempotec Sonata HD3 или 5, или же Colorfly CDA M1. Вот их для раскрытия данных наушников будет уже более чем достаточно. Хотя попробовать однозначно стоит на всем, в том числе и обычном аналоговом выходе вашего ноутбука, планшета или смартфона. Не исключено и там поймать просто бурю положительных эмоций. Итогом, динамическими внутриканальными наушниками Tripovin X HBB Alina я остался более чем доволен. Удобная посадка, нормальный комплект, шикарный тюнинг, просто микроскопические искажения и поистине потрясающая, как для подобной настройки, подача. Встретить настолько сочное, живое и при этом чистое звучание, я признаюсь, никак не ожидал. Почти все, что у меня оказалось под рукой, хоть немного, но проще. Даже моим любимчикам BKS Autumn кое в чем пришлось посторониться. Я реально, друзья, под впечатлением. Сверхудачная модель для тех, кто предпочитает скорость, драйв и при этом любит, когда все выразительно и очень эмоционально. Просто потрясающие, на мой взгляд, наушники. Вполне могу их рекомендовать к покупке. А на этом у меня все. Это были динамические внутриканальные наушники Tripovin X HBB Alina. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.